Сегодня мы разберем 4-ю главу Кагурабачи, которая вышла помимо того, что экшонистой, так как сегодня мы впервые узрим битву Тихира с магом, так и еще узнаем, как работает и откуда происходит магия в этом мире. А помимо этого нам расскажут о том, как работает катана главного героя, свойства техника, вложенных в этот клинок, и, честно сказать, попахивает черным клевером с антимагией Асты. Но только тут все куда сложнее. Но также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу, манхву, маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. В ходе знакомства главного героя с Шалью объявился маг, охотящийся за этой девчонкой. А так как она в действительности оказалась ценной для Тихира, поскольку видела человека с магической катаной, так и еще этот маг был одним из его сообщников. Так что Тихира предстояло спасти эту девчонку, победить противника и выведать из него информацию о новом владельце клинка. Однако поначалу этот маг хоть и устроил в кафе инцидент со взрывом, но он не желал сражаться, говоря, что он пришел только за этой малявкой. Вот только главный герой уже все для себя решил и для начала принялся спасти Шаль, обнажив клинок небеса бездны, активировав технику черный, вложив в силу в атаку. Тихира издалека рассекает путы противника, освобождая Шаль. Затем в мгновение ока появляется Сиба и с помощью магии телепортации скрывается с поля боя. Не, ну крутой мужик, недавно он спокойно себя дремал у себя в машине, а как нужно было резко среагировать, он тут как тут. Из-за такого резкого изменения местоположения девчонка чуть ли не заикалась от шока, но придя в себя, она поинтересовалась, была ли это внезапная телепортация магией, говоря, что ей тоже бы хотелось этому научиться. И тут как бы внезапно для нас всех Сиба уверяет, что магии может обучиться любой человек, и даже она, если будет пахать как проклятая. Ведь в этом мире магия строится на жизненной энергии людей, которая присуща каждому человеку, а называется она мета-энергией, и эта сила дремлет абсолютно во всех людях, просто не каждый знает, как ее высвободить. Далее Сиба также рассказывает нам о свойствах магических клинков мастера Ракухира. Эти катаны работают по принципу усиления, умножая мощь влитой в клинок мета-энергии владельца, поскольку человеческое тело не способно самостоятельно генерировать и поддерживать ее на таком уровне мощности, а когда влитая мета-энергия высвобождается, то принимает особую форму, которая скорее всего зависит от вида магии, которая была выгравирована на лезвии катаны. И придание формы этой метаэнергии является ничем иным, как воплощением силы, превосходящей способности человека, демонстрируя, как техника черный, созданная Тихира, способна без особого труда наносить режущие удары, находясь даже не вплотную с целью поражения. Как только маг увидел, что его оппонент является еще одним обладателем магической катаны, он окончательно понял, что шансов договориться с ним у него не выйдет, после чего маг намеревается попросту закидать его бомбами в фураку, считая свое положение более выигрышным, поскольку если техники его оппонента могут наносить только режущие удары, тогда он без труда закидает главного героя бомбами, так как ото всех ему точно не удастся увернуться. Попутно еще злодей попытался давить на малявку, говоря, что если она не выйдет и если будет и дальше искать помощь у других, то это только увеличит количество смертей людей, попытавшихся защитить ее. Точно так же, как бессмысленно, по его словам, умерла мать девчонки. А раз уж она продолжает надеяться на чужую помощь, тогда и смерть этого парнишки будет именно по ее вине, закидывая в это время его кучей бомб, которые в этот раз достигли своей цели. Однако Тихира, используя технику красной, полностью нивелирует взрывную магию противника, направленную в его сторону, после чего, не теряя времени, раз уж противник совсем не желал идти на контакт, вздымаясь вверх, используя технику черной,
и он накрывает противника неистово мощной слэш-атакой. В это мгновение злодей не на шутку так напрягся, поскольку оказывается его оппонент даже не использовал свою силу на полную, а значит долго с ним возиться было не вариант, вследствие чего он решает устроить парнишке ловушку, кидая в него маленькие бомбы, которые заставят его увернуться именно в ту сторону, которую нужно было противнику. И затем, оказавшись позади него, маг сковывает своего оппонента, сразу же создавая бомбу для того, чтобы разорвать парнишку. Однако Тихира, держа в руке катану, направляет ее на противника, активируя технику красный фураку, направляя весь взрыв на врага. То есть в тот момент, когда главный герой нивелировал взрывную вражескую магию с помощью техники красной, он не уничтожил ее, а поглотил с возможностью дальнейшего высвобождения. Свойство данной техники позволило Тихира безоговорочно одержать победу в этом сражении. А поскольку Шаль была в безопасности, теперь следовало бы вытрясти из противника информацию о втором владельце магической катаны под названием «Пронзающие облака». Что же, в этот раз глава Кагурабача была просто на высоте, насыпав нам и сражение ГГ с магом, так еще и рассказав нам, как устроена в этом мире магия и какими способностями обладает катана Тихира. Ракухира вложил в нее символизм тех самых золотых рыбок. Черная рыбка отражает зло, в итоге у Тихира это дальний растекающий удар. Красная золотая рыбка приманивает удачу, что было воплощено как поглощение и выпускание вражеской магии, что в точности повторяет свойства меча демона-обитателя Асты. О способности трехцветной рыбки нам пока не рассказывают, но даже с такими свойствами катана Тихира под названием Небеса Бездны уже невероятно имбовая, поскольку обладает как атакующими техниками, так и теми, которыми можно защититься и контратаковать. А как вы думаете, какими свойствами будет обладать трехцветная золотая рыбка в магической катане? Из этой главы также стало ясно, почему эти магические катаны были так желанны злодеями, да и в целом в бандитском обществе. Поскольку если человек не способен самолично высвободить свою мета-энергию для колдовства, то с помощью катаны Ракухира это делается в разы проще. Так и еще магические клинки усиливают вложенную в них жизненную энергию пользователя. И теперь главный герой имеет заложника и конкретного человека, которые видели обладателя катаны Пронзающие облака. Так что, видимо, в скором времени Тихира соберется ее вернуть. Ну и также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.